начала, по уже новой традиции, хотел бы поблагодарить каждого из вас за то, что смотрите, комментируете, ставите лайки. Я это очень ценю, потому что вы мне уже стали просто как родичи, наверное, скажем так. Сегодня на обзоре у нас ведро кастома, красок, эмоций и драйва. Немалоизвестный автомобиль нашего города BMW E30. Ребята, сейчас многие разбираются в спортивных событиях и на этом поднимают немалый кэш. Как это делаю я на протяжении уже нескольких лет со своими друзьями на сайте OneWin. Рекомендую вам именно их, так как на сайте все очень легко и просто. Регистрируешься в один клик без документов, выбираешь исход, сумму, ждешь победу и выводишь. Ну а если ты не уверен в своих знаниях, то я тебе подскажу. Уже 24 сентября в 21:00 в Кубке футбольной лиги Англии сыграют две команды – Бристоль Сити и Астон Вилла. К примеру, если мы поставим 1000 гривен на Бристоль Сити, то мы выиграем 3200 гривен. А трешечка в кармане всегда приветствуется. Видите, все очень легко и просто. Еще и моментальные выплаты без каких-либо ограничений и скрытых комиссий. На сайте также можно поднять бабосы на киберспорте. Ну а специально для моих любимых подписчиков по моему промокоду RUST1 бонус плюс 200% к первому пополнению. Ты можешь поднять кэш уже прямо сейчас, поэтому регистрируйся. Ссылка и промокод в закрепленном комментарии. Сейчас мы позовем в кадр владельца данного автомобиля. Это тоже очень известная личность нашего города. Саня. Привет, Рустам. Привет, подписчики. Рассказывай об истории своего автомобиля, как вообще она тебе досталась, как это случилось в твоей жизни. Ну, как и все, я искал себе отраду и эмоций, потому как у меня до этого была Е36, на которой я ездил повседневно и газовал, продал, надо было расти дальше, а эмоций не хватало. Искал снова Е36, только уже чисто под постройку, под боевую машину. Не хотел Е30, не любил Е30. Эти 4 фары, это старая решетка. Вот вообще, вот прям противный кузов. Не знаю, почему он мне так сильно не нравился. Но по счастливой случайности мы возвращались с кентом с Польши. Он мониторил дрифт-барахолку и увидел, собственно, ее. Тогда еще она была такая бирюзовая в стиле жвачки. Это 30-ка, построенная в Киеве там около 6 лет назад. Парниша неплохо ее сделал, она была красивая, она хорошо ехала. За 5 лет ее кончили и, в принципе, продали мне. Вот год я потратил на то, чтобы привести ее в более-менее хорошее состояние, потому как забрал я машину, в которой был хороший только мотор, коробка и более-менее присутствовала подвеска. Пройдемся по внешке. По обвесу сделаны арки, это было сделано до меня. М3 расширение, М3 пороги, которые кастомно удлинены, так же самое, как и задний бампер. Это просто кто-то от себя лепил. Не знаю, откуда черпал вдохновение и делал это, да, но из того, что как по-заводски должно было бы быть, это М3 крылья вперед-зад, пороги, задний бампер, неизвестно вообще, кто это, а-ля М3, и обычный М3 передний бампер, собственно, зеркала CSL, пластмассовый капот, яркая раскраска, единственное, что его очень сильно отличает от всех. Ну и, конечно же, как всегда, колеса придают этой машине тоже вида порядочного. Это спереди стоят АЗФ А 8,5 шириной с полкой. Спасибо Диме Макухе, который ее привел в угодное состояние. Сзади у нас боевые тренировочные колеса типа 68-го стиля, но они, по-моему, не оригинальные, это реплика какая-то. Но в принципе работает, 8-ка ширина и нам подходит, их не жалко разбить. Эти колеса у нас больше парадно-выходные. Ну, чисто для красоты, да, скажем так. Ну да, но газуем, но так, по минимуму. Ну а самый спортивный элемент данного автомобиля это вот. Это просто вершина. Тазы не покидают нас даже в BMW. За наклейку отдельный лайк. Пороги, капот, бампера, все на быстросъемах, машина раздевается за 2 минуты, дабы тренироваться или же шиномонтаж делать, потому как домкрат сюда, конечно же, не влазит. Покрышек эта машина спалила, наверное, да, не 1 десяток. О, я думаю, больше сотни уже точно. Ну, в принципе, она и строилась как бы для того, чтобы дарить эти эмоции. И я думаю, она выполняет это на 100%.
Ну и потихоньку добрались до задней части автомобиля. Что у нас тут интересно? Это бампер М3, который удлинили вниз, как-то так закастомайзили. Насадки от Zip Garage, которые мне недавно их поменяли, и теперь оно стильно смотрится. М3, спойлер, притонированные фонари и ничего особого. Короче, внешне это все очень прикольно, классно, но главное это технические характеристики этой машины. Ну а что у нас под капотом? Сердце автомобиля. Разумеется, это свап, это не родной двигатель, М52 Б28 ТУ. Да. Как это ты его сюда свапал или нет? Нет, машина была куплена уже с этим мотором. Пообщавшись с владельцем, с тем, кто ее построил изначально, сделал из нее гонку с Димой Буржуем, мы узнали, что мотор был поставлен сюда с 38-й, который они притянули с Британии, с пробегом, по-моему, что около 160. То есть мотор, он когда, говорит, увидел 38-й, то он понял, что оно должно жить здесь, потому как там супер живой, классный мотор был едущий. Они его сюда вколхозили, вот он тут как-то и живет эти последние 5 лет и кончает этот кузов. 193 силы, да, насколько я помню? Да, 280, 280 момента. Да, ну, в принципе, для начального, скажем так, уровня научиться ездить, прикататься, там, потренироваться, да, ну, года 2 на 3, скажем так, на начальных этапах этого мотора, ну, хватает вот так вот с головой. И в прошлых роликах вы видели на дрифт-шоу, как эта машина едет. Вторую, третью передачу везет, снизу везде выезжает, поэтому более чем достаточно. По двигателю какой-то тюнинг. Тут была прошивка, с которой мы хотим назад вернуть. Мы отшивали EVS, иммобилайзер с ключей, потому как он очень сильно раздражал нас. И пока ее отшивали, спалил нам дядька один мозг. Мы взяли другой, туда все перелили, прошивку еще не перелили, поэтому ездим как есть. Даже расходомерник не поставили. Ну, короче, это просто стоковый обычный двигатель. Да, ну, да, вообще сток 2.8. Ну, на выхлопе единственное, что... Ну тут вот, тюнинг в натуре. 50-й коллектор М50 B25. Как-то там подпилены каналы, еще что-то, потому что он так просто не становится. И прямая труба выхлоп. Вот это, наверное, все, что здесь сделано спортивного для этого мотора. По трансмиссии. Я, честно говоря, тушени. Какая тут стоит коробка. По-моему, это гитрах. Но я вас могу обмануть, поэтому не буду умничать. И по редуктору тоже, да? Ничего? Редуктор 3.73. Главная пара 3.73. Заварка. Заварка. На полосях от Е34. Там переделан граната в самой ступице, то бишь у нас стоит 34-я толстая полуось, которая все это держит и не отрыгивает, как бы это делали обычно 30-я полуось обычные. Стандартные рыгают их и, наверное, как семечки щелкают. Да? Ну да. Особенно какие-нибудь бурнауты и прочее кончает мгновенно. А бернауты эта машина делает практически на каждом светофоре. Ну и на каждом мероприятии, чтобы повеселить публику, людей. Эмоционально этот автомобиль, конечно, настроение поднимает очень добряче, скажем так. По подвеске. Тут стоят кайловеры, приваренные к 30-му кулаку, на которых стоит 36-я ступица с тормозными дисками от Е38 и суппортами 754-поршневыми. Да, сзади стоит ступица Е90 в родном кулаке, на которой одеты тормоза с 328 Е46 задние, то есть подвентилируемый диск. Сейчас четырехсуппортные тормоза. Да, сзади по 2 суппорта, оба... Не четырехпоршневые, а четырехсуппортные. Там по 2 суппорта на каждое колесо. Да, подручник и на тормоза, на педаль, 2 контура. Приварены развальные пластины для того, чтобы задние колеса делать развал схождения, все стояло в нулях и имело максимальный зацеп в дрифте. И супер низкая пружина, на которую мы добавили волговским передним амортизатором, потому как родной очень длинный и просто находится в состоянии пробоя, когда стоит машина на такой высоте. Поэтому пришлось искать короткий амортизатор и колхозить его туда. В общем, для начального, скажем так, уровня, вот машина данного плана, она подойдет вам вот так вот за глаза, чтобы научиться, чтобы понять азы, да, и бокоходных движений. Можно даже поехать в стритлигу, в принципе, или же наш Pro-Am чемпионат, потому как там сейчас очень актуально ехать на BMW на 3 литрах, на 2.8, и ехать можно. Тем более, что она легкая, не требует каркаса, там регламент, можно газовать. Вы там писали по поводу звука выхлопа, да? Ну, слушайте.
Два ковша. Гидроручник, без него никуда. Это главный атрибут в бокоходстве. Ну единственное, что кран стоит, да, я так понимаю, задний... Кран, закрывающий задний контур на Для основные бурнаута. тормоза, для бурнаута, чтобы не кончать. Но, кстати, очень опасная штука и никому не рекомендую ставить, потому как знаю, что они могут заклинивать и подводить. Никита Шиков так свою машину разбил на этапе. И не удается постановка. Шикову, бьет он свой автомобиль. И огонь даже. Боже, что ж там горит? Стоит кулиса короткоходная от Z3M, это из того, что прикольные ништяки. Руль No Name, привезенный из Польши, так же, как и ковши Бимарка. И, наверное, все. И Ремни. самое главное, Рустам, у меня стоит 3 датчика. Один показывает цену дров на Марсе, второй погоду на Луне, и третий не знаю, что показывает. Потому что это какие-то Кэтгош, да, я так понимаю, 10... Они уже даже не светятся, просто там 10-долларовые. Не ставьте, ребята, пожалуйста, не ставьте себе такие датчики. Они, разве что просто для красоты, чтобы оно там светилось и стрелочки ходили, возможно. Никакой информативности они не несут. Это просто выкинутые деньги на ветер. Ну, слава богу, эти деньги выбрасывал не я, а досталось оно Эти мне датчики вместе с были- машиной, да. Я верю в то, что ты б такие датчики точно себе не поставил, это 100%. Да. Кстати, мне нравится, как выполнен тахометр. Внедрили туда спортивный тахометр с очень большим количеством оборотов, как с мотоцикла с какого-то. 4-точечные ремни Таката, естественно, тоже реплика. Переедут, скорее всего, к пассажиру, потому как если ехать в стрит-лигу, то нам надо амалогированные ковши, амалогированные ремни. О, 90 гривен. Где? Так ты 90. Вот пожалуйста, брать не включай. 90. Да, обзор был за 30. Завтра приедет. Что-то у ребят там свои какие-то моменты и нюансы. Мы просто на их территории сейчас находимся. Чуваки кипишуют. Ну и, конечно же, как без питерских сувениров в настоящей дрифтовой машине. Пахучка от Стилова. Ну и, конечно же, скотч от ЛКМ. В данной машине в любой момент может что-то отпасть, а как всем известно, скотч это лучшее лекарство для решения этих проблем. Ну что тут еще по салону говорить? Ну есть руль, 3 педали, все. Короче, разговоры это все прикольно, весело, но эта машина строилась не для разговоров. Поэтому поехали валить. Между Мерсов мой любимый проход. Быть может у вас звук, но рулежки нету. Скажите 6,3, где ваш отклик по рулю? Вот ехать BMW это водить ракету. Между Мерсов мой любимый проход. У Audi вообще гордость только квадро. Вы можете шутить, что я масло бочкой лью. Я всем хейтерам кричу Empower. Yeah, yeah. Ну и для закрепления материала Саня предложил мне проехаться на его машине, почувствовать, сравнить, ну и вообще посмотреть, как это работает у него. Да, по сравнению с жизнью это, конечно, вообще другое. Но она сама, в принципе, все делает. Я просто газом дозирую и все. Ну, отливает, да, её? Не-не, это у нас с тобой датчик скорости отошел. Ну, это был у нас, скажем так, тестовый пробный вариант. Первый раз вот сел, просто почувствовать машину, почувствовать педали. Сцепление просто легчайшее. Ну, то есть тут клатчевать можно вообще без проблем. У меня на керамике, чтобы выжать сцепление, надо вот так вот еще и в ногу 2 руками давить. В принципе, что. Сейчас будем пробовать уже, более на большой скорости. Посмотрим, что с этого выйдет. Тут руль чувствительный капец.
Короче, ну, это однозначно совершенно другая стихия. Это вообще все по-другому. Ну, в принципе, я как бы и до этого там пару раз так ездил на других машинах. Как минимум в плане рулежки, как минимум в плане на низких оборотах, ну, моменты, всего, ну, все остальное. Это то, о чем я всегда говорил, что вот на моей машине вот так вот снизу поехать, это вообще никак невозможно. Ну, то есть вы видите сами, я первый раз сейчас сел за машину, все, без проблем, как бы, и ездить можно, и перекладки, и восьмерки крутить, и все, что хотите. Поэтому, ну, однозначно, ну, такие машины, они намного проще, скажем так, в управлении, в чувствительности, чем, ну, та же Жига. Понятно, что есть и Жиги, там, правильно подготовленные и все остальное. Чтобы она и снизов ехала, как полагается, и чтобы рулежка была легкая, ну, то есть вы едете, то есть она рулится. Резко рулит. Она, то есть ее надо просто Чуть-чуть нужный управлять. момент его ловить и корректировать, да. Она сама все делает. Полегче, зачем на Жигуле? Вообще. А я зачем? Тут просто надо именно скилл и отрабатывать, просто нарабатывать, накатывать. Даже язык заплетается. Это вообще по-другому. То есть ты садишься и сразу И едешь. едешь, Вообще и бой. едешь, Не, ну да. понятно, что чуть-чуть привыкнуть надо. Но опять-таки у тебя есть уже задатки, ты понимаешь, Ну, что понятно, надо ну, делать. какое-то Просто понимание если есть, у тебя да. есть понимание, то ты на нее сядешь и будешь Да думать. реально, вот день покататься, все. Ты к ней Да, по-любому да, притрешься, да, это да. 100%. Сел бы ты в Жигуля. Я катался на колена восьмиклопе по мокрому. Мне хватило 10 минут, чтобы понять, что я не готов к таким подвигам. Да. Ну что, будем пробовать еще? Давай, кружевни еще. Я пошел подышу свежим воздухом. Давай. Но я думаю, дело будет с таким пилотом. Надо ему нормальную базу для дрифта. Извините, пацаны, но Жигуль тяжело заставить дрифтить. И не перегревается, да? Сколько поездил, температура все в норме, все нормально. Да, так научиться намного проще. Но, выбрав тяжелый путь, это принесет потом больше опыта. Потому что вы ездили и на очень тяжелой конфигурации, а потом потихоньку совершенствуя, ну, уже автоматически набираетесь опыта. Это датчик скорости, да? А можно ее заглушить. А на аварию сбросит, да? Ты сейчас массу выключи и включай. Включай. Сразу? Да. Вот заводи, сейчас будет работать. Да, видишь, она типа когда водитель убирается много раз, туда она его типа В аварию. роняет. Why can't I get out of this cage that I place myself? Why are the people always trying to get out of this cell? Give me a reason to fly tonight. Give me a reason to fly tonight. Да, это вообще по-другому, однозначно. Лиловый,
самое. Да, это сам Бенц. Вот это уже Вот Бенц. то же самое, когда ты именно в отличной дуге едешь, а она хача, стопе. Вот обратите внимание на переклад. Я вчера ехал к вам, плюхнул 10, и мы плюхнули 10 на опыт, 20 литров. Целый день. Вот мы вчера откатили, и сегодня докатались, и вот он начал заканчиваться. Как обычно Ни о в чем. машине гражданской. Ни да, о чем, ни о чем, ни о чем. Так что надо тренинг, Надо катать БМВ. парня. А там Не, уже ну, выводы нет. делай Да сам. понятно, надо делать момент снизу. Опять же, Жига объемом не поедет. Ну да. Тут объем едет, а шо в Жиге? 1.6-16. В общем, вот такой получился у нас динамичный драйвовый обзорчик. Я уверен, что вам очень понравилось. Спасибо огромное Сане за предоставленную его машину для этого обзора, для тест-драйва, который он мне также предоставил. А также хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в съемках этого видео. А таких на минутку 8 человек. И снимали мы его часов, наверное, 20. Ну, в общей, где-то так, в общей да. сложности, да. То есть это даже не за один день было снято. А также хотелось сделать анонс грядущего мероприятия по дрифту, которое пройдет у нас в городе Запорожье, организаторами которого будет ЗП Фест. Женя, тебе привет. Это будет 26 сентября в Широком. Приезжайте, мы будем катать дрифт-такси. Всем желающим получить этих эмоций по промокоду Рустайм будет скидочка действовать на дрифт-такси. Ну и просто приезжайте, а всех, кто ездит, приезжайте погазовать. Ждем вас. Все, до новых встреч, пока.